На острове было тихо. Не было ни звуков животных, ни голосов людей. Я слышал только шелест листьев и шум прилива, накатывающего на небольшой пляж. Каждый хруст от моих шагов звучал оглушительно, нарушая окружающую тишину. Это напомнило мне о том, как я однажды присутствовал на похоронах. Никто не запрещает говорить на обычной громкости, но в воздухе ощущается напряжение, которое словно приглушает все остальные звуки и вынуждает вас говорить шепотом. Когда Дафна сказала мне, что хочет отправиться на необитаемый остров неподалеку, у меня возникли смешанные чувства. С одной стороны, вечеринка на острове казалась хорошей идеей, а с другой, там с легкостью можно подхватить столбняк. Я колебался, но недолго. Дафна нравилась мне со школы, однако я никак не решался признаться ей. Поэтому я согласился ехать, рассчитывая уловить момент и поговорить с ней наедине. Дафна учится на инженера и в 90% случаев ведет себя серьезно. Ее легкость проявляется только относительно безумных приключений. Исследовать заброшенный остров – это как раз по ее части. Она была прирожденным лидером и без колебаний взяла бразды правления нашей группой. Дафна и остальные ребята забрали меня со стажировки в Douglas Motors. По дороге я сменил униформу механика на шорты для серфинга и пола. И сейчас сидел в лодке и наслаждался свободой и прохладным пивом. В передней части лодки находились Нэнси и Джордж. Недавно они отметили год отношений. Эта парочка не разлучалась никогда, и при этом их лица постоянно сияли от счастья. Наверное, так и выглядит настоящая любовь. Я сидел рядом с Сил, моей сестрой. После смерти родителей мы живем с ней вдвоем. Пока я весь день нахожусь на учебе или стажировке, она работает из дома, ведет социальные сети и присматривает за нашим щенком Тадеусом. Поездка на лодке длилась недолго. Дорога до острова на старом моторном катере, который мы арендовали на весь день, заняла около часа. Когда мы подъехали, то я увидел небольшой полусгнивший причал. Выбираясь из лодки, Дафна поскользнулась и чуть не упала в воду, однако я успел ее перехватить. Мы остановились на секунду, глядя друг другу в глаза. «Ты идешь дальше?» – спросил я, пытаясь оторвать от нее взгляд. «О, блин, да, иду», – выпалила она на одном дыхании. Мы привязали лодку к причалу и направились вглубь острова. Это было потрясающее место для пикника, но Дафну не интересовали гулянки, так как нечто неизведанное и загадочное. По ее словам, раньше на этом острове якобы была сверхсекретная правительственная тюрьма, где приводили в исполнение смертную казнь. Однако это всего лишь слухи, подтверждения которым так и не нашлось. Мне показалось это место очень спокойным. Думаю, из-за удаленности от суеты большого города. Кроме этого, погода была просто фантастической. Солнце пекло, но прохладный ветерок уравновешивал жару, делая ее приятной. Джордж взял с собой бутылку вина, и это определенно оказалось кстати. Мы быстро опьянели, и наше настроение еще более улучшилось. После еды, вина и легкого флирта друг с другом мы начали бродить по острову и осматривать окрестности. Я надеялся остаться где-нибудь наедине с Дафной, чтобы мы могли поговорить, но каждый раз, когда это должно было произойти, кто-нибудь да и проходил мимо. После нескольких часов прогулки мы решили вернуться на лодку. Однако по дороге назад Дафна вдруг споткнулась и выругалась. «Чёрт, я врезалась в этот дурацкий куст», — сказала она, морщась и держась за ногу. «Всё нормально?» — спросил Джордж. Вместо ответа Дафна пошевелила куст и начала отодвигать его ветви в сторону. «В чём дело?» – спросил я. «Тут какой-то кусок металла. Наверное, на него я и споткнулась». Она копнула под кустом, и я действительно увидел железяку. Джордж подошел к ней, чтобы помочь убрать землю, покрывавшую предмет, и оказалось, что он зарыт не так глубоко. Пока ребята разгребали слой песка и земли, начал появляться большой железный прямоугольник. Джордж первым нашел ручку. «Какого чёрта?» – пробормотал он. С моего места можно было лучше разглядеть появляющийся предмет, поэтому я произнес: «Это дверь». «Срань господня», – сказала Дафна. «Это жуть как странно», – подтвердила Сил, кивая. «Джордж, Сил, отойдите от двери. Надо попробовать открыть её», – взволнованно скомандовала Дафна. Они отошли в сторону, но перекинулись недоверчивыми взглядами. Я решил стать голосом разума.
Послушай, Даф, это все очень странно, и я знаю, что это полностью по твоей части, но это в лучшем случае кажется рискованным занятием. Там могут быть ядовитые пауки, змеи или что-то еще, не говоря уже о риске порезаться о ржавый металл или провалиться вниз и сломать ногу. Это очень плохая идея. «Пожалуйста», — сказала Дафна, — «давайте просто откроем дверь. Нам не обязательно заходить внутрь, просто посмотрим, что там». Никто ничего не ответил. «Ну же, только взглянем и все». Все посмотрели друг на друга. В итоге я решил помочь. «Хорошо, я помогу тебе открыть эту дверь. Мы заглянем внутрь, а затем отправимся обратно на лодку». Дафна улыбнулась и кивнула. Вдвоем мы схватились за ручку и начали тянуть. Дверь была тяжелой. Джордж подбежал к нам и поддел ее лежащим рядом бревном. Как только люк открылся на 90 градусов, мы с Дафной отпрыгнули в сторону, и с последним толчком Джорджа дверь распахнулась и хлопнулась о землю. Когда пыль осела, Дафна первой подошла ко входу в земле. Она вытащила свой сотовый телефон, включила фонарик и направила его внутрь. Однако фонарик осветил только каменные ступени, уходящие вниз. Света не хватало, чтобы рассмотреть, к чему же они вели. Протянула Дафна. Я уже понимал, к чему она ведет. «Послушай», — добавила она. «Я знаю, я сказала, что мы не пойдем внутрь, но увидеть только лестницу недостаточно. Посмотри на нее. Она сделана из камня или бетона, так что не похоже, что сквозь нее можно провалиться. Давайте спустимся немного вниз и посмотрим. Серьезно, как можно остановиться только на лестнице?» «Я, кажется, понимаю тебя», — поддержал я. «Эта дверь была чертовски тяжелой, поэтому я хочу большего вознаграждения за свой труд, чем это. Теперь мне тоже любопытно». «К черту все, пошлите», — сказал Джордж. Нэнси тоже кивнула, хотя и без энтузиазма, а Сил лишь хмыкнула в знак согласия. Лестница уходила вниз, как мне показалось, на 3-4 метра. Затем была площадка, и она снова шла вниз в противоположном направлении. Лестница выглядела обычно, как в жилом или офисном здании, только под землей. Проходить по первому пролету вниз было немного страшно, потому что за ним уже не было видно дверь. Но когда мы все собрались вместе со включенными фонариками, стало не так уж и темно. Мы спустились на 3 лестничных пролета, прежде чем достигли более просторной площадки. Стоя на ней, освещая фонарями окружающее пространство, мы смогли разглядеть очертания небольшой комнаты. На одной стороне помещения были компьютерные консоли и экраны, на правой боковой стене прорисовывалась дверь, а вдоль левой стены стояли разные коробки. Я направился к компьютерным консолям. Дафна последовала за мной. На системных блоках был приличный слой пыли. Видимо, тут давно никто не появлялся. Я нажал кнопку на передней панели одного из системников, с тихим жужжанием на нем зажегся свет, и один из экранов загорелся. «Эй, что вы тут включили?» – спросил Джордж. Они с Нэнси подошли поближе. «В коробках куча всего – инструменты, ПВХ, стяжки и тому подобное. Скукота». Подолом рубашки Джордж стер пыль с экрана. На нем появился незнакомый мне логотип, а затем меню загрузки. Это был нестандартный рабочий стол, к которому я привык, а экран управления. Нэнси и Сил подошли посмотреть, что происходит. «Та дверь заперта. Там нет ручки или замочной скважины, но есть клавиатура, и она, похоже, не работает», — сказала Сил. Экран управления был довольно простым. Черный фон с серовато-белым текстом, который говорил «Введите команду». Джордж с минуту смотрел на него, затем набрал «Выполнить». Строка текста побежала по экрану быстрее, чем мог уследить человеческий глаз. Замелькали сотни подкоманд и пунктов назначения файлов. Пока продолжалась загрузка, в комнате зажегся свет. Вентилятор в углу медленно пришел в движение, а другие экраны замигали, показывая изображения с камер, которые находились в пустых бетонных комнатах. С лестницы донесся скрип, и все обернулись на звук. «Что это было?» – спросила Нэнси. Раздался мощный металлический стук. «Чёрт, похоже, это был входной люк», – завопила Сил. «Оставайтесь здесь, я пойду проверю», – сказал Джордж, убегая. «Я с тобой», – добавила Нэнси, уже следуя за ним. Пара взлетела по лестнице. Я снова оглядел комнату, рассматривая все ее детали под освещением. В это время на экране появилась единственная строка. Я указал Дафне на слова. «Добро пожаловать в комплекс. Испытания загружаются. Дверь откроется, когда придет время начинать».
«Что это вообще значит?» – спросила Дафна. Тут же мы услышали, как возвращаются запыхавшиеся Джордж и Нэнси. «Дверь заперта», – сказала Нэн, тяжело дыша. «Как будто ее привинтили с той стороны», – добавил Джордж. Мы показали им послание. «Что за испытание?» – спросила Сил. Вместо ответа я напечатал «Что за испытание?». По экрану побежали новые слова. Вы скоро узнаете. Они предназначены для того, чтобы проверить ваши умственные способности, эмоциональное состояние и социальные навыки. В случае проигрыша вы не покинете комплекс. В случае победы вы будете свободны. «Я даже не знаю, о чем спрашивать дальше», — сказала Нэнси. «Что, если мы не будем проходить испытания?» — спросила Сил. Я ввел вопрос. «В этом случае вы выбываете из игры». «Чернуха», — нервно сказал я, пытаясь побороть собственное беспокойство юмором. Однако это не сработало. На экране появились еще слова. «Испытания готовы. Дверь скоро откроется. Для выполнения первой из 3 задач пройдите в следующую комнату. Если останетесь здесь, вы выбываете из игры». С грохотом, с которым камень тащится по камню, дверь справа скользнула в углубление в стене. В комнате за ней поначалу было темно, но постепенно с тихим жужжанием загорелся свет. «Я думаю», — начал я. «Мы должны попробовать», — сказала Сил. «Я не хочу выяснять, что значит выбыть из игры». Она глубоко вздохнула и вошла в дверной проем. «Черт возьми», — пробормотала Дафна. Она последовала за Сил в соседнюю комнату. Остальная часть группы пошла за ними, я замыкал шествие. «Эй, Даф», — сказал я. Она оглянулась на меня и улыбнулась, как бы намекая, чтобы я продолжал. «Послушай, это все очень жутко, и мы, наверное, вляпаемся в какое-то безумие. И сейчас вообще не лучшее время говорить об этом, но я хочу сказать тебе на всякий случай, если все вдруг пойдет к чертям...» Дафна остановилась и обернулась. «Я знаю, Бёрд, можешь меня поцеловать». «Воу, как резко. Прям так сразу? А почему нет?» В тот момент я растерялся. Мне было сложно представить, что объект моего обожания ответил мне взаимностью, но понял, что если сейчас упустить шанс, другого может и не представиться. Я наклонился и поцеловал Дафну. Это была просто фантастика. Мое лицо загорелось так, как будто на нем разожгли угли. Воодушевленный таким развитием событий, я продолжил наступление. «После того, как мы закончим с этим, может, сходим на свидание?» Дафна кокетливо посмотрела на меня и пошла дальше. Я немного постоял, пытаясь понять, это было «да» или «нет». Затем я вошел в комнату, и дверь за мной закрылась. Помещение было довольно большое. Оно представляло собой 4 бетонные стены, потолок и пол. На потолке в каждом верхнем углу были вмонтированы камеры наблюдения и громкоговорители. Стены были пустыми, лишь на одной из них висели нерабочие электронные часы. А еще на всех стенах был один элемент дизайна, который бросался в глаза. С 4 сторон, примерно на высоте человеческого роста, располагалась тонкая черная горизонтальная полоса. Приглядевшись, я понял, что это была ровная и симметричная борозда, похожая на отверстие в почтовом ящике, из которого вот-вот вылетит письмо. Пол в основном был выполнен из бетона, однако в некоторых местах на нем располагались круглые металлические листы диаметром около 2 метров. На каждом из этих железных покрытий стоял стул. Всего их было 10. Никто из нас не понимал, чего ожидать от этого места. Но на лицах моих друзей отражалась явная тревога. Дафна взяла меня за руку и сказала: «Мне страшно до усрачки, и я пойду с тобой на свидание». Я улыбнулся. Это была отличная новость. Но сейчас меня занимал другой вопрос. Чего ожидать дальше? Неожиданно громкоговорители начали издавать скрипящие звуки, а потом зазвучал механический мужской голос. «Добро пожаловать на первое испытание. Всего их будет 3. Чтобы покинуть комплекс, нужно пройти все. Первое испытание называется «Везучий кролик». В помещении находится 10 стульев. 5 из них надежные, а другие 5 пустые. Каждый участник должен выбрать один стул и сесть на него. Если стул под вами будет надежным, вы продолжаете играть. Если же нет, вы выбываете из игры. Сейчас каждому из вас необходимо выбрать стул. На это вам дается 1 минута.
Участник, не выбравший стул за отведенное время, выбывает из игры. Участник, который встанет со стула во время игры, без команды, выбывает из игры. Испытание начинается прямо сейчас. После этих слов на часах включился таймер. 1 минута. «Это что, шоу какое-то?» – спросил Джордж. «Шутки у вас хреновые», – добавил он. «А я, пожалуй, выберу вот этот стул, он симпатичный», – сказала Сил и присела на рядом стоящий с ней ничем не приметный стул. В глазах ребят было замешательство. Мы восприняли эту игру как злую шутку, но сказать, что нам было не по себе, ничего не сказать. Время бежало, и я решил выбрать стул, стоящий рядом с моей сестрой. Возле меня села Дафна, а Джордж устроился напротив нас. Не садилась только Нэнси. Было видно, что она боится. «Нэн, садись рядом со мной. Это всего лишь глупая игра», — сказал Джордж. «Я не уверена, что это хорошая идея. А если это не просто игра? Зачем мы вообще сюда пришли? Это все ты со своей жаждой приключений», — она указала на Дафну. «Нэнси, успокойся, скоро все закончится. Я думаю, эта дурацкая игра не займет у нас более получаса. Других вариантов выбраться отсюда все равно нет. Откуда ты знаешь, что тут происходит? Может, мы все здесь заперты навсегда?» Она не успела договорить. Время закончилось, а вместе с ним и жизнь Нэнси. Когда часы показали по нулям, из горизонтальной борозды в стене справа от меня вылетел натянутый трос. Он прошел сквозь голову Нэнси и скрылся в такой же расщелине на противоположной стене. Трос пролетел с невероятной скоростью через все помещение. Видимо, его приводил в движение какой-то механизм. В первую секунду все молчали, пока не поняли, что произошло. Когда шок начал отпускать, Джордж хотел было сорваться со своего стула и рвануть к телу Нэнси, но я тут же заорал: «Нет, Джордж, не вставай! Нельзя вставать, иначе с тобой будет то же самое!» Он на мгновение задумался, но в итоге сел на стул. Его глаза налились слезами. Беглым взглядом я осмотрел присутствующих. Все были целы и невредимы. Сил и Дафна просто молчали, пребывая в шоке, а Джордж продолжал плакать. На мне также не было никаких повреждений. «Почему она? Она же ничего не сделала!» – шепотом произнесла Дафна. «Потому что она не выбрала стул. Она стояла», – произнес я, догадавшись, в чем дело. Отверстия, откуда появлялся трос, находились на такой высоте, что он мог задеть только стоящего человека. Мы же все сели, и трос пролетел над нами. Мои размышления прервал мужской роботизированный голос. «Поздравляю, вы выбрали свои стулья. Через 10 секунд вы узнаете, кто из вас везучий кролик». На табло опять появились цифры. 10 секунд. Мне даже страшно было представить, что ждет нас после истечения времени. Мы все думали, что это дурацкая, злая, но безобидная шутка, но теперь каждый из нас понял, что стоит на кону. Наши жизни и жизни тех, кого мы любим. Мы сидели в полной тишине. Каждый был погружен в свои мысли, и эти 10 секунд показались нам вечностью. Когда время истекло, в комнате раздался гул, похожий на резко открывшийся гигантский вакуум. Внезапно Джордж исчез. Под его стулом открылся люк, и огромная струя воздуха засосала его вниз. Я на миг услышал его крик, пока он не оказался прерван закрывшимся металлическим листом, который перекрыл отверстие в полу. Помимо того места, где сидел Джордж, еще 4 стула также быстро исчезли в недра пола. Сил и Дафна в панике начали кричать. Я был в шоке. У меня за секунду отобрали 2 моих друзей. Я хотел успокоить девушек, но в этот момент опять раздался голос. «Поздравляю, вы прошли первое испытание. Пройдите в следующее помещение». Сил, первая из нас, вышла из оцепенения. Она встала и двинулась вон из этой проклятой комнаты. Место, где мы потеряли 2 своих друзей. «Ты что, в самом деле собираешься в этом участвовать?» – неожиданно спросила Дафна. «Ну, если у тебя есть другой вариант, предлагай», – ответила Сил. «Лично я не вижу иного способа отсюда выйти. А сидеть запертый в бетонной клетке у меня желания нет». «Даф, думаю, что у нас нет выбора», – добавил я. Мы втроем подошли к открывшейся двери. По пути я взял Дафну за руку. Следующая комната была похожа на предыдущую. Та же коробка с бетонными стенами, но только длиннее.
Она напоминала поле для мини-футбола. Сверху также виднелись громкоговорители, видеокамеры и лампы. На боковых стенах ничего не было, а вот дальняя стена вся была усеяна большими круглыми отверстиями, напоминающими ямы от разорвавшихся бомб. Она походила на большой кусок сыра. Посередине этой стены располагалась винтовая лестница, которая вела к двери у самого потолка. Видимо, это был выход. А чуть правее этой лестницы красовались большие электронные часы. На полу, ближе к противоположной стене, я увидел нарисованную толстую белую линию. Она напомнила мне финишную черту на беговых дорожках. А по краям комнаты я заметил отверстия, похожие на сливные каналы. Как только я и Дафна пересекли порог, дверь за нами закрылась, а металлический голос снова напомнил о себе. «Добро пожаловать на второе испытание. Оно называется «Вышибалы». Задача игроков состоит в том, чтобы дойти до финишной черты за 1 минуту. Участники, пересекшие линию за отведенное время, проходят дальше. Участники, не справившиеся с заданием, выбывают. Испытание начинается прямо сейчас». Стоило этому бездушному голосу закончить свой монолог, как комната будто ожила. Сначала я услышал гул, как будто одновременно включили десятки станков на заводе. После этого из сливных отверстий в комнату быстро начала поступать вода, а часы на табло начали свой отсчет. «Эй, это что еще за херня?» — крикнула Дафна. «Нельзя терять времени! Бежим!» — скомандовал я и рванулся вперед, пока бежать было еще несложно. Однако мой напор резко охладило пушечное металлическое ядро, выпущенное из того самого отверстия в противоположной стене. Снаряд пролетел чуть правее от моего лица, и тут я догадался, почему игра называется «Вышибалы». Ноги перестали меня слушаться. От страха я не мог сдвинуться с места, пока не услышал крик своей сестры. «Нет времени стоять! Беги!» — в суматохе произнесла она. Я пришел в себя и увидел, что Дафна уже была на несколько метров впереди. Она достаточно уверенно пробиралась по прибывающей воде и при этом умудрялась уворачиваться от увесистых ядер, которые теперь крошили почти из всех отверстий. Как будто там за стеной стояли большие катапульты, которые пускали эти снаряды. Когда я взглянул на часы, то ужаснулся. Осталось 36 секунд, чтобы добраться до финиша. Шаги давались тяжело, поскольку вода была уже по колено. Собравшись силами, я двинулся вперед. Периодически возле меня пролетали дикие снаряды, которые так и норовили снести нам головы. Когда вода доходила мне до пояса, я был примерно на середине пути. В это время Дафна уже подходила к финишной черте, а Сил отставала от нее на пару метров. После моего отскока от очередного пушечного ядра я упал в воду и снова глянул на часы. 20 секунд. Я заметил, что в меня летит еще одно ядро. По инерции я подался вперед, помогая себе руками и ногами, и ушел от смертоносного снаряда. В ту самую секунду в голову пришла спасительная мысль. Я ведь могу плыть. Сделав грибок, я понял, что плыть в такой воде намного легче, чем идти. И я начал грести, что есть силы. С каждой пройденной секундой я сокращал расстояние до финиша. Вокруг в меня летели ядра, но каким-то чудом ни одно из них меня не зацепило. Беглым взглядом я успел заметить, что Дафна уже пересекла финишную линию и пробирается к винтовой лестнице. Сил тоже была почти у цели, но прибывающая вода сильно тормозила ее. 10 секунд. Когда я поравнялся с сестрой, она взглянула на меня и улыбнулась, как бы давая понять, что идея доплыть до финиша была отличной. Но эта потерянная секунда сыграла с ней злую шутку. Она отвлеклась, и одно из пушечных ядер попало ей в голову. На секунду я было подумал остановиться, но резкий крик Дафны отвлек меня. «Бёрд, 5 секунд! Быстрее, давай сюда!» Буквально визжала она. Я сделал еще несколько хороших грибков и оказался возле лестницы. Мы взобрались на самый верх, и когда время вышло, тяжелая металлическая конструкция открылась и впустила нас. А Сил осталась там, в этом чертовом каменном аквариуме. Моей сестры больше нет, и эту мысль я никак не желал принимать. Контролировать себя не было ни сил, ни желания, поэтому я просто сел на колени и разрыдался. Когда я взял себя в руки, то увидел, что мы сидели в темном коридоре примерно 3 метра в длину. Дверь позади была плотно заперта, а проход спереди был открыт и приглашал нас приступить к новой игре.
Добро пожаловать на третье испытание. Оно называется «Благородный рыцарь». В центре комнаты расположен стол. На нем лежат 2 заряженных пистолета. В каждом из них по одному патрону. В этом испытании победит только один участник, оставшийся в живых. Кто покинет комплекс, а кто выбывает из игры, вы решаете сами. На принятие решения у вас 10 минут. Когда время закончится, температура в комнате поднимется до 1000 градусов Цельсия. Испытание начинается прямо сейчас. Беглого взгляда по комнате мне хватило, чтобы обнаружить в центре зала небольшой металлический стол, на котором лежали 2 пистолета, большие электронные часы на противоположной стене, а под ними спасительную дверь. В целом, комната представляла собой очередную серую бетонную коробку размером примерно 5 квадратных метров. Единственное, что привлекло мое внимание, это боковые стены. На них были установлены огромные спиралевидные трубы. Спустя несколько минут я понял, для чего они нужны. Со временем в комнате стало теплее, а когда таймер перевалил за 5 минут, эти трубы приобрели красноватый оттенок. Это были огромные тены, которые прогревали комнату. Если верить голосу, то через 5 минут здесь будет самая настоящая духовка. А вместе с этой мыслью ко мне пришла и другая, еще более печальная и отвратительная. Пистолеты, что лежат на столе, должны помочь нам принять решение, кто выйдет отсюда, а кто нет. И суровому металлическому голосу неважно, пустим ли мы пулю себе в висок или друг в друга. Главное, чтобы остался лишь один участник. Я взглянул на Дафну и понял, что она думает о том же. «И что теперь?» – спросила она с надеждой, глядя на меня. «Я не знаю. Но это чертов бред. Я не буду стрелять в себя и уж тем более в тебя», – выпалил я, теряя самообладание. «Да и у меня нет никакого желания убивать тебя», – тихо сказала Дафна. Видимо, на этом наша игра закончилась. Она села на пол и задумалась. Время летело неумолимо. В комнате становилось все жарче. Пот градом бежал по лицу, как будто мы сидели в парной. Нам пришлось сместиться ближе к столу в центр зала, потому что по краям стало невыносимо печь. В моей затуманенной голове всплывали образы сестры и родителей. Дафна же неподвижно сидела рядом со мной. Ее глаза были пустыми, и казалось, что она о чем-то интенсивно думает. «Нам надо что-то решать», — вдруг сказала она. «Что здесь можно решать?» — непонимающе спросил я. «Мы в ловушке. Либо нас зажарят, либо кому-то придется взять в руки пистолет». «Я не хочу тут подыхать!» – истерично выкрикнула она. «Сделай что-нибудь, ты же мужчина!» «И на что это ты намекаешь?» – с подозрением спросил я. «Ты что, предлагаешь мне взять пистолет и выстрелить себе в голову?» «Ну уж нет, я на такое не пойду». «Нет, конечно, прости, я просто съезжаю с катушек», – извинилась Дафна. «Здесь так жарко, что голова совсем не работает. Бёрд, может, дверь не заперта, может, есть возможность ее открыть? Пожалуйста, посмотри, я прошу тебя». «Хорошо, я проверю дверь, только успокойся», – не выдержав, выпалил я. С трудом мне удалось подняться. Ноги от жары стали ватными. Медленно я двинулся в сторону выхода, сам не понимая, зачем все это делаю. Оказавшись рядом с металлической дверью, я попробовал как-нибудь привести ее в движение, но она не поддавалась. «Прости, Даф, но здесь без шансов». Оборачиваясь к своей подруге, я запнулся. То, что я увидел, лишило меня дара речи. Дафна держала в руке пистолет и целилась мне прямо в голову. Ее рука, в которой лежало оружие, была обмотана куском ткани, оторванным со своей майки. Видимо, пистолет был горячим. А в глазах читалась неописуемая ярость и решительность. В тот самый момент время для меня остановилось. Я хотел что-то сказать, но меня словно парализовало. «Прости, Бёрд. Ты мне очень нравишься, но я не хочу тут сдохнуть», – выпалила она и тут же нажала на курок. Не думая и не сомневаясь, она выбрала, кто из нас не выйдет из этого места. Когда раздался выстрел, я зажмурился от страха. Казалось, я простоял с закрытыми глазами целую вечность. Вывел меня из состояния ступора скрежет дверных петель за моей спиной. Из открывшегося прохода потянуло прохладой. Открыв глаза, я осмотрелся.
Дверь за моей спиной действительно открылась. Таймер на часах прекратил свой отсчет, а тены как будто бы отключились. Более того, на мне не было никаких повреждений, чего я не мог сказать про Дафну. Она лежала без движения посередине комнаты в луже собственной крови. Ее лицо было сильно изувечено, а рядом с ней лежал тот самый пистолет, из которого она стреляла. Взглянув на оружие, я заметил, что дуло было запаяно, а в задней части ствола зияла огромная дыра. Видимо, при выстреле пистолет разорвало, и все металлические осколки под бешеным давлением полетели Дафне в лицо. Я просидел возле тела своей подруги несколько минут, а затем мне захотелось убраться из этого дурного места подальше и поскорее. За открывшейся металлической дверью был длинный узкий коридор, который вывел меня на поверхность. На улице стояла теплая, темная и тихая ночь. Не было ни звуков животных, ни голосов людей. Я слышал только шелест листьев и шум прилива, накатывающего на небольшой пляж.